Фантастические истории — это отличный способ погрузиться в другие реальности, где все возможно. Уникальные миры, общество, события и все это на наших малых экранах. Привет, киноманы, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас 10 отличных фантастических сериалов Amazon Prime, которые стоит посмотреть. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Поколение Ви — спин-офф знаменитого сериала «Пацаны», основанного на комиксах Гарта Энниса и Дарека Робертсона. Он раскрывает мир пацанов с новой стороны, показывая первое поколение суперов, которые знают, что их сила не дар бога, а результат воздействия компонента Ви, который был тайно введенным в детстве. В этом шоу от Prime Video рассказывается о группе студентов Годолкингского университета, элитного учебного заведения, спонсируемого корпорацией Vought, которая держит в своих руках индустрию супергероев. Студенты обнаруживают, что под кампусом скрывается тайный и зловещий объект, где Vought проводит свои эксперименты. Несмотря на сравнение с «Пацанами» и споры о том, стоит ли это внимание как спин-офф, сериалу удалось создать увлекательный сюжет с интересными персонажами. Поколение Ви использует те же элементы, которые сделали «Пацанов» успешными, но при этом следует отметить и спорный момент. Здесь еще больше пошлости и вульгарности. «Периферийные устройства» — захватывающий научно-фантастический триллер, снятый по мотивам одноименного романа Уильяма Гибсона, легендарного писателя, основоположника киберпанка и автора нейроманта. Сериал переносит нас в два разных времени — в ближайшее будущее 2032 и далекое 2099. Флинн Фишер живет в провинциальном городке, где занимается 3D-печатью и играет в VR, чтобы подзаработать. Ее брат — ветеран войны, страдающий от посттравматического синдрома, также зарабатывает на жизнь в виртуальной реальности. Однажды Флинн соглашается подменить своего брата на работе и оказывается в роли охранника таинственного клиента, который уверяет, что он просто тестирует новую игру. Но вскоре Флинн осознает, что это не игра, а окно в другой мир. Сериал поражает своей визуальной составляющей, которая создает два противоположных мира с помощью потрясающей компьютерной графики и качественной кинематографии. «Периферийные устройства» не самый оригинальный фантастический сериал, но благодаря высокому качеству источника, динамике и визуалу он заслуживает места среди лучшей фантастики сервиса. «Утопия» — американский ремейк одноименного британского сериала, сценаристом которого стала Джиллиан Флинн, известная по «Исчезнувшей». Сюжет крутится вокруг группы молодых людей, которые находят культовый комикс «Утопия», в котором зашифрованы предсказания самых ужасных катастроф 20 века. Вскоре они осознают, что комикс — это не вымысел, а скрытое сообщение загадочного ученого, знающего о смертельном заговоре, угрожающем человечеству. Пытаясь разгадать загадки и предотвратить злой план, они становятся мишенью для жестокой организации «Сеть», которая готова на все, чтобы заполучить комикс и уничтожить всех, кто его видел. Сериал является уникальным сочетанием боевика, драмы, мистики и черной комедии с элементами научной фантастики и ужасов. Одной из самых привлекательных особенностей является сам комикс, выполненный в ярком и сюрреалистическом стиле, напоминающем творчество Дэвида Линча и Терри Гиллиама. К слову, обратите внимание на оригинал, по многим отзывам он обладает особым шармом и стилем, который не так чувствуется в ремейке. «Загрузка» — фантастическая комедийная драма, созданная Грегом Дэниелсом. Сериал рассказывает о будущем, в котором люди могут перенести свое сознание в виртуальную реальность после смерти. Главный герой Нейтан — молодой программист, который погибает в автокатастрофе и оказывается в Лейквью, роскошном виртуальном рае, принадлежащем семье его подруги. Там он встречается с Норой, сотрудницей службы поддержки, или Ангелом, которая помогает ему адаптироваться к новой жизни. Вскоре Нейтан и Нора начинают подозревать, что смерть Нейтана не была случайной, и что виртуальный мир скрывает множество тайн. «Загрузка» — это умный оригинальный сериал, который сочетает в себе комедию, детектив, романтику и сатиру. Он затрагивает интересные вопросы о жизни, смерти и технологиях. Что значит быть человеком, если можно жить вечно в виртуальной реальности? Какие этические проблемы возникают, когда человеческое сознание становится собственностью корпораций? «Загрузка» не боится исследовать сложные философские темы, но делает это с юмором и тактом. Пространство. В будущем человечество освоило Солнечную систему, но не избежало конфликтов и проблем. Три главные силы — Земля, Марс и пояса астероидов — соперничают за влияние и ресурсы, имея разные культуры и идеологии. Все начинается с того, что с заброшенного космического корабля поступает сигнал бедствия, который становится искрой для цепи событий, способных изменить судьбу системы. «Экспансия» или «Пространство» — это сериал, в котором научная фантастика, драма, тайна и политика сочетаются в реалистичном и увлекательном сюжете. Он остается верен книжному оригиналу, воспроизведя множество деталей, но также привносит и свои уникальные изменения и улучшения. «Пацаны» — оригинальный и дерзкий сериал, который переворачивает с ног на голову заезженные супергеройские сюжеты. Он показывает мир, в котором суперы признаются обществом как герои и работают на влиятельную корпорацию Vought, которая занимается их продвижением и коммерциализацией. Однако за фасадом героизма большинство из них скрывают пренебрежение, эгоизм и коррупцию. Они не стесняются использовать свои способности и влияние в своих интересах, часто причиняя вред окружающим и замалчивая преступления. Сериал рассказывает о противостоянии двух групп — «Семерки» элитной команды супергероев и «Пацанов»,
пацанов, мстителей, которые пытаются разоблачить и остановить сверхлюдей, злоупотребляющих своей силой. Сериал активно играет с общеизвестными тропами и клише супергеройского жанра, получил высокую оценку зрителей и критиков за свежий и нестандартный взгляд, захватывающий сюжет и отличную игру актеров. Внешние сферы. Нео-вестерн с фантастическими мотивами. Главный герой Ройл Эббот, хозяин ранчо в Вайоминге, который пытается защитить свою семью и свою землю от врагов. Однако его жизнь меняется, когда он находит на своей территории черную дыру, которая похожа на врата в другой мир. Ройл погружается в расследование тайны дыры, но на его пути встают соседи-противники из семьи Тиллерсонов, которые жаждут заполучить его ранчо. К тому же Ройл обнаруживает, что в его семье также есть свои секреты и ложь, а дыра оказывает влияние на всех, кто к ней приближается, вызывая невероятные события и меняя судьбы. «Внешние сферы» — это уникальный сериал, который сочетает в себе драму семейных отношений, приключения в стиле вестерн и напряжение научно-фантастического триллера, завораживая зрителей своей жанровой гибкостью. «Рассказы из петли» — это сериал, основанный на артбуке шведского художника Саймона Сталенхага, в котором он изобразил альтернативную реальность, где под землей скрыта загадочная машина-петля, способная менять законы физики. Сериал повествует о судьбах жителей американского городка Мерсер, расположенного над петлей. Каждая серия посвящена одному или нескольким героям, которые оказываются втянуты в удивительные события, связанные с работой петли. Они путешествуют в прошлое и будущее, меняются телами, попадают в параллельные миры и так далее. Сериал не стремится дать научное обоснование происходящему, он скорее фокусируется на эмоциях и переживаниях персонажей, их отношениях и выборе. Телешоу имеет неторопливый и задумчивый ритм, пронизанный меланхолией и ностальгией, а также восхитительную визуальную составляющую, воссоздающую атмосферу и стиль картин Сталенхага. «Человек в высоком замке» — антиутопический сериал, основанный на одноименном романе Филиппа Дика. Сериал показывает мир, в котором страны оси выиграли Вторую мировую и поделили США между собой. На востоке расположился Великий нацистский рейх, на западе — японские Тихоокеанские штаты. Главные герои сериала — это обычные люди, которые пытаются выжить в этом жестоком и несправедливом мире. Однако их жизнь меняется, когда они находят таинственные фильмы, которые показывают другую реальность, в которой союзники одержали победу над фашизмом. За этими фильмами охотятся как нацисты, так и японцы, а также сопротивление, которое считает, что пленки могут изменить ход истории. А за созданием и распространением фильмов стоит неизвестный человек в высоком замке, который знает больше, чем кажется. Сериал является увлекательным и глубоким исследованием альтернативной истории. Он поражает вниманием к деталям, которые отражают влияние культуры и технологий на Америку. Сериал также восхищает своим дизайном, костюмами и музыкой, которые создают атмосферу напряжения, страха и надежды. «Буровая» — фантастический триллер о группе нефтяников, которые оказываются в ловушке на своей буровой платформе в Северном море. Они планировали вернуться домой, но их планы нарушил таинственный туман, который опустился на платформу и отрезал их от внешнего мира. Туман не только лишает их связи и видимости, но и скрывает в себе древнее и зловещее существо, которое вырвалось из глубин океана. Кроме того, он распространяет споры, которые инфицируют некоторых членов экипажа и превращают их в агрессивных безумцев. Единственный шанс выжить — разгадать тайну тумана, пока не стало слишком поздно. Сериал является данью уважения к классическим фантастическим фильмам ужасов, таким как «Нечто», «Чужой», «Мгла» и «Бездна», но при этом имеет свой уникальный стиль и атмосферу. Честно говоря, не совсем понимаю, почему у него настолько низкий рейтинг. Актеры играют хорошо, сюжет захватывает, а спецэффекты довольно реалистичные и впечатляющие. И это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока!